Привет, меня зовут Светлана. В самом начале видео хочу поблагодарить всех зрителей за просмотры, подписку и комментарии. Не снижаем, друзья, лайки и длительность просмотров. Да, друзья, в клуб поступают сигналы о непостоянстве режима его работы. Ну что, в сегодняшних реалиях четко обозначить время выхода нового видео я могу. Ну, разве что так. Минут 10-15, минут 5-10 пятого, 4-5, 10 пятого утра. А если серьезно, то я, конечно, стараюсь, чтобы в крайнем случае в воскресенье до обеда ролик вышел. Но, конечно, бывает и хуже. Ну что, сегодня на календаре 10 декабря 2022 года. Согласно традиции, первая часть видео будет посвящена вышивке. Здесь, наряду с продвижением картины «Любимая мелодия», вы увидите начало нового новогоднего процесса. Затем, во второй части видео, состоится очередное заседание нашего светского клуба, во время которого мы вновь отправимся по страницам загадочных историй прошлого. Сегодня, друзья, свое путешествие мы совершим в компании загадочного флорентийца, оказавшего колоссальное влияние на развитие всей цивилизации. Как вы догадались, это гениальный инженер, художник, скульптор, архитектор, модельер, изобретатель, механик, химик, филолог, прорицатель. Ну, разумный. Один из лучших в свое время певцов и создатель удивительных по красоте и звучанию музыкальных инструментов Леонардо да Винчи. Одной из удивительных особенностей да Винчи было умение предвидеть будущее. В этом он даже превзошел самого Нострадамуса. А сейчас нас ждет первая часть видео. Итак, вышивка. Сразу начну с дополнительного процесса, который благополучно стартовал на этой неделе. Перед вами, друзья, новогодний сюжет. Это дизайн от Sony Creek, коллекция 1995 года, «Зимняя сцена 2». В схеме задействовано 47 символов. Наряду с крестиком используется 1/4 крестика, бэк, само собой, и фрузелки. Под видео я, друзья, специально напишу название своих работ, чтобы вам легче было найти заинтересовавшие вас сюжеты. И здесь, друзья, мы видим активную, волнующую, которую я так люблю, подготовку к празднику. Но не это явилось главным толчком для выбора данного дизайна. Мое внимание привлек мальчик Оливер, такой мужичок, который с детства приучен помогать по хозяйству. В одну из его обязанностей входит сбор хвороста в ближайшем лесу, принадлежащему соседнему аббатству. В те дни, когда аббатство дает разрешение на сбор, Оливер, прихватил знакомую нам по картинке тачку, отправляется за хворостом. В основном в доме все держится на его плечах. Он старший из братьев. За совсем маленькими сестрами присматривает мать, с утра до ночи занятая хлопотами по дому. Самая младшая Энн часто болеет. Отец, ни свет ни заря, за жалкое жалование отправляется в контору на службу, где хозяин, вечно недовольный, брюзжащий скупердяй Брукс. Как раз сегодня, в канун праздника, отец должен получить свое жалование. И если Брукс его не урежет какой-нибудь пеней и прочим, то на праздничном столе обязательно появится жареный гусь. На картинке мы видим радостных детей в предвкушении праздника, Рождества. Сегодня особый день. В лесу разрешено собрать и хвойные ветви для украшения жилища. Ради такого случая Оливер даже и сестер взял с собой. Поиграв в лесу и собрав новогодних хвойных украшательств, Оливер
усадив любимых сестер с веточками в тачку, повез их в дом, где обязательно будет царить дух Рождества. Кстати, друзья, напомню, у меня на канале есть видео, посвященное Рождеству. Под видео обязательно оставлю ссылку. На картине мне удалось вышить всего 1000 стишков. Это несерьезно. Да, совсем мало. И ничего не понятно на канве, но надеюсь, что удастся мне наверстать все на следующей неделе. Но я, друзья, все-таки постараюсь обозначить, да, координаты наших главных героев на данном сюжете. Это мальчик, вот его ножки. Тут он тянет тачечку, на которой восседают сестрички. Вот их лица. Они еще не имеют на себе волшебного бэкстича, поэтому расплывчаты, размыты, но я-то знаю, что это, да. И на переднем плане уже первая младшая сестренка сидит, а за ней будет выглядывать вторая, чуть постарше сестричка. Ну, вот так. Вот ручка Оливера, личико его тоже расплывчато, и уже ножки. То есть рост мне удалось обозначить. Ну, не знаю, конечно, друзья, как насчет игрушки. Все-таки это я буду сокращать сюжет. Домики, возможно, я не буду вышивать ничего. Все-таки мне хочется в виде кипчика оформить. Но если будет слишком громоздко смотреться, просто довыщу тогда уже пейзаж вдалеке виднеющийся и сделаю такую атмосферную рождественскую картинку, которая тоже будет придавать мне праздничного настроения. Да, ну вот так. А теперь, друзья, предлагаю вашему вниманию результат моей работы за прошедшую неделю по основному процессу. Я вышиваю картину «Любимая мелодия». Вот так, друзья, моя работа должна будет выглядеть в итоге. Сейчас в процессе вышивки третья завершающая часть картины, которая называется «Анна». На начало отчетного периода моя работа выглядела вот так. А вот так картина выглядит сегодня, спустя неделю. Для любителей математики, как всегда, озвучу результат в цифрах. Вышито уже 92%. В крестиках это составляет 222 787. За отчетный период мне удалось вышить 6457 крестиков. И до окончания работы осталось 19 133 крестика. Всего лишь. Как видите, друзья, уже достаточно четко и понятно проявилась здесь, не побоюсь этого слова, юбка. В этом месте она имеет достаточно приятный цвет солнечного дня на болотах. В отличие от законченного фартука, который своим цветом больше напоминает поздние сиреневые сумерки в самом сердце Гримпинской трясины, когда силы зла безраздельно властвуют на болотах. Когда-нибудь я обязательно тоже попробую пройти туда. У меня такого желания не возникает. И вам не советую. Да, и мы даже в складках фартука или центра трясины можем видеть лицо. Я не знаю, я одна это вижу. Вот глазки у него, носик, ротик и сверху таких 2 ушка. Ну, одним словом, вот такая физиономия из болота. Вот тянется она, выныривает. Не знаю теперь, как это развидеть. Почему я это... Ну, начиталась, видимо. Это уже как следствие. Ну, ничего, справимся.
Так вот, друзья, болото, юбка и стена за ней приятно удивили и порадовали. Вы знаете, здесь на двух площадях, вот одна и вторая, размером в 3200 крестиков каждая, ибо такую область, да, я выделяла такого размера, мне встречались несколько значительных участков в 300, 400, 500, а то и 600 крестиков, вышиваемых одним цветом. Я даже волновалась, что собью руку и потеряю навыки бесконечного крепления, вышивания россыпи единичек. Ну и, как вы видите, качество от этого не пострадало, а вышивалось, скажу, достаточно приятно. Так что, друзья, мне нравится результат, то, что я вижу на канве. Что ж, продолжаем двигаться заданным курсом. Цифры обозначены, результаты продемонстрированы, впечатления озвучены. Предлагаю перейти ко второй части видео. Настраиваемся на нужный лад и отправляемся в далекое прошлое. Загадочный флорентиец да Винчи. Несколько веков назад в небольшом городке Винчи, затерявшемся в горах Тосканы, родился один из самых удивительных гениев нашей цивилизации – Леонардо да Винчи, который по сей день не перестает изумлять человечество многогранностью своих дарований, потрясающих художественных образов, научных открытий, изобретений, исследований, сделанных им в самых разнообразных областях науки и искусства. Флорентийский мастер оказал колоссальное влияние на развитие всей цивилизации. И в представлении множества последующих поколений он остался итальянским Фаустом. До сих пор ведутся споры о том, кем же был удивительный флорентиец – человеком или 15 апреля 1452 года в селении Анкина между Флоренцией и Пизой родился мальчик, который при крещении получил имя Леонардо. Его отец Пьеро да Винчи был известным во Флоренции человеком, богатым нотариусом и землевладельцем, а мать Катарина простой крестьянской девушкой, нечаянно ставшей мимолетной прихотью влиятельного человека. В официальном браке Пьеро не имел детей, поэтому мальчик с 4-5 лет воспитывался в доме отца и мачехи, а его родную мать, как это было принято в то время, наградив хорошим приданным, поспешно выдали замуж за крестьянина. Маленький Леонардо был ангельски красив, при этом он отличался необыкновенным умом и приветливым характером. Вскоре он стал баловнем и любимцем в доме своего отца. В какой-то мере этому способствовало то обстоятельство, что первые 2 мачехи Леонардо не имели детей. Третья жена Пьеро, Маргарита, стала хозяйкой в доме, когда ее знаменитому пасынку исполнилось 24 года. От этого брака у господина Пьеро родилось 9 сыновей и 2 дочери. Но никто из них, в отличие от Леонардо, не блистал ни умом, ни красотой. В 1466 году, когда Леонардо да Винчи едва исполнилось 14 лет, отец отдал его в ученики к великому художнику Вероккио. Спустя 6 лет Леонардо уже был провозглашен мастером живописи. Удивительные способности юноши поражали его учителей. Но, начав изучать какой-либо предмет, он вскоре бросал его. Можно сказать, что больше всего он учился у самого себя. Многие исследователи в один голос утверждают, что
Не может человек, имея даже 7 пядей во лбу, быть сразу гениальным инженером, художником, скульптором, архитектором, модельером, изобретателем, механиком, химиком, филологом, прорицателем, одним из лучших в свое время певцов и создателем удивительных по красоте и звучанию музыкальных инструментов. Леонардо да Винчи написал множество прекрасных кантат. Он в совершенстве овладел игрой на лире. Многие современники вспоминали, что он божественно пел свои импровизации. Однажды Леонардо самостоятельно изготовил лютню, придав ей форму конской головы и богато украсив серебром. Играя на ней, юноша настолько превзошел всех музыкантов, собравшихся при дворе герцога Людовика Скфорца, что очаровал властительного сеньора на всю жизнь. К тому же Леонардо был сверхчеловечески силен. Он мог одной рукой с легкостью смять подкову. Выдающийся флорентиец также был прекрасным наездником, фехтовальщиком и пловцом. О внешности Леонардо да Винчи его друг Вазари писал: во всей его наружности было такое сияние красоты, что при виде его всякая печальная душа прояснялась. Тем не менее, Леонардо никогда не был женат. И если у него и была возлюбленная, то большинству современников об этом ничего не было известно. Поэтому сплетники обвиняли его в гомосексуализме. В 1476 году в суд поступил донос, что 4 молодых людей, в том числе и да Винчи, занимались любовью с 17-летним Джакопо Санторелли, служившим моделью в художественной мастерской. В то время обвиняемому за такое преступление грозило сожжение на костре. Но поскольку свидетелей не нашлось, да Винчи полностью оправдали. Да Винчи, по словам современников, умел полностью контролировать свои чувства, фактически не проявляя эмоций, характерных для обычных людей. Всегда сохранял удивительно ровное настроение, будучи равнодушен к добру и злу в человеческом смысле. Читая дневники знаменитого флорентийца, многие задаются одним и тем же вопросом: а был ли он человеком? Удивляет сам характер записей, сделанный в зеркальном отображении. В своем дневнике великий мастер обращался к самому себе только на «ты», отдавая распоряжения и приказы себе, как слуге или рабу. «Прикажи показать тебе. Ты должен показать в своем сочинении. Прикажи сделать 2 дорожные сумки». У читающего создавалось впечатление, что в великом флорентийце как будто жили 2 личности. Одна всем известная и дружелюбная, а другая невероятно скрытная, никому неизвестная, которая и руководила его поступками. Еще одной удивительной особенностью да Винчи было умение предвидеть будущее. В этом он даже превзошел Нострадамуса. Его знаменитые на весь мир пророчества, серия записей, сделанных в 1494 году, рассказывают о тех событиях, которые сегодня уже стали нашим прошлым или являются нашим настоящим. Вот некоторые из них. Люди будут разговаривать друг с другом из самых отдаленных стран и будут друг другу отвечать. Телефон. Ты увидишь себя падающим с великих высот без всякого вреда для тебя. Прыжки с парашютом. Многие наземные водяные животные поднимутся между звезд. Запуск живых существ в космос. Будут погублены
бесчисленные жизни, и в земле будут сделаны бесчисленные дыры. Скорее всего, прорицатель говорил о воронках от авиабомб и артиллерийских орудий. Потрясает рисунок да Винчи «Конец мира», который его современники считали полной бессмыслицей. Сегодня нам понятно, что это очертание огромного атомного гриба, вырастающего из взорванного города. Леонардо да Винчи обладал знанием специальных психотехнических упражнений, корни которых уходят в эзотерические практики пифагорейцев и при этом напоминают современные приемы нейролингвистики для обострения восприятия, улучшения памяти и развития воображения. Один из секретов великого мастера был скрыт в особой формуле сна. Он спал по 15 минут каждые 4 часа, сокращая тем самым свой суточный сон с 8 до 1,5 часов. Блаватская, выдающаяся исследовательница эзотерических учений, считала, что Леонардо да Винчи обладал этими талантами, потому что был посланником Шамбалы. Это же, по ее мнению, и объясняет его безбрачие и чистоту, ибо они являются необходимым условием для развития психических и оккультных способностей человека. Эту теорию подтверждают и особенности физиологического строения человеческого организма. Блаватская отмечала, что активность продолговатого мозга в силу его анатомического соседства с шишковидной железой, главным органом третьего глаза, производит на нее мощное воздействие. То есть активность одного из мозговых центров автоматически подавляет жизнедеятельность другого. Реализация наших физиологических чувств препятствует духовному развитию, атрофируя третий глаз. Также много подробной информации о загадочном мастере содержит и дневник Елены Рерих. Автор философского учения интегральной йоги, выдающийся индийский ученый-философ Шри Аурабин написал: «Йогом был Леонардо да Винчи, и он был, если не самым величайшим, то одним из величайших художников». Много спора вызывает автопортрет Леонардо, выполненный Сангиной. Он датируется 1512-1515 годами. На картине изображен пожилой человек, но многие искусствоведы считают, что это лишь этюд головы апостола для Тайной вечери. Портрет имеет одну удивительную особенность. Не только зритель в разных ракурсах воспринимает выражение и черты лица Леонардо совершенно по-разному, но и фотографии, выполненные с небольшим отклонением от центральной оси, или видеокамера в движении, показывают разного человека. Он то меланхоличен, то высокомерен, то мудр, то просто нерешителен, то предстоит ветхим стариком. В Винсдоре хранится рисунок да Винчи, изображающий какое-то неземное существо. Его лицо повреждено временем, но и сейчас угадывается его поразительная красота. В этом рисунке привлекают внимание намеренно огромные широко расставленные глаза. Но Леонардо не ошибся. Это был сознательный прием. Именно эта часть лица производит парализующее действие на человека. Считают, что это изображение Беатричи, возлюбленной великого поэта Данте. Но анатомическое строение лица земной женщины таким быть не может. Леонардо да Винчи изобрел принцип рассеяния или сфумата. От этого предметы, изображенные на его картинах, не имеют четких границ.
Все как в жизни, размыто, проникает одно в другое, дышит, живет, пробуждает фантазию. В одном из своих научных трудов, трактата живописи, мастер рекомендовал упражняться в таком рассеянии, разглядывая возникающие от сырости пятна на стенах, пепел, облака или грязь. Леонардо специально окуривал дымом помещение, где работал. Именно эффект сфумата уже несколько веков оживляет улыбку Джоконды, когда в зависимости от того, под каким углом на нее смотришь, зрителям кажется, что она то нежно улыбается, то смотрит с пренебрежением. Еще одно удивительное свойство Моны Лизы заключается в том, что она живая. Ее улыбка постоянно изменяется от того, что уголки губ приподнимаются выше. Ученым из Нидерландов и США удалось приоткрыть одну из ее тайн. При помощи специальной компьютерной программы они просчитали, что улыбка Моны Лизы на 83% счастливая, на 9% выражает чувство отвращения, на 6% полна страха и на 2% злая. Другие специалисты считают, что загадочность улыбки создается лишь из-за того, что у женщины сбриты брови. Если их дорисовать, то пропадет и ее самобытность. Профессор Ливингстон выдвигает версию, ускользающий характер улыбки Моны Лизы можно объяснить тем, что она почти вся расположена в низкочастотном диапазоне света и хорошо воспринимается только периферическим зрением. Французский исследователь и консультант Центра по изучению Леонардо да Винчи в Лос-Анджелесе Жан Франк утверждает, что открыл секрет техники исполнения этого удивительного полотна. Особенность техники сфумата заключается в том, что на чистое полотно наносятся мельчайшие мазки, недоступные для распознавания ни под микроскопом, ни с помощью рентгена. Композиция самой картины построена на золотых треугольниках, которые в свою очередь являются частями правильного звездчатого пятиугольника. К тому же до сих пор неизвестно, кто же на самом деле изображен на этой удивительной картине. Лиза Жерардини, вторая жена флорентийского торговца шелком Франческо Джоконда, мать 5 детей, знаменитая герцогиня Сфорца, или Леонардо да Винчи нарисовал свой собственный автопортрет в женской одежде. Одна из самых скандальных версий говорит о том, что моделью для картины послужил ученик великого мастера, который находился рядом с ним 26 лет и, по слухам, опять-таки, был его любовником. Да Винчи также изобрел правило контрапоста, то есть противопоставление противоположностей, создающее эффект движения. Выполнив скульптуру гигантского коня, мастер расположил копыта скакуна в контрпосте. Все, кто видел статую, утверждали, что да Винчи сумел передать движение животного. И, конечно, стоит особо подчеркнуть, что Леонардо был удивительным изобретателем. Сделанные им изобретения и открытия охватывают все области знания, предвосхищая основные направления развития цивилизации. В 1499 году Леонардо для встречи в Милане французского короля Людовика XII сконструировал механического льва, у которого после нескольких шагов распахивалась грудная клетка и были видны внутренности, заполненные лилиями. Флорентийскому мастеру удалось создать пластмассу, а также ряд различных станков и механизмов.
Динамометр, одометр, некоторые кузнечные инструменты, лампы с двойным притоком воздуха, лыжи и опоры для рук при хождении по воде. Приспособления для дыхания под водой, перчатки для плавания и подводные очки. Очень прочные металлические скафандры для водолазов. Подводные лодки по форме напоминающие рыбу, землеройные машины и другие. Ученый доказал невозможность создания вечного двигателя. В 1503-1506 годах Леонардо да Винчи изучал полет и анатомию птиц, в результате чего было написано несколько десятков интереснейших работ. Он создал разновидность дельтовидного крыла, способного летать, орнитоптер для вертикального полета, парашют, гироскоп и другое. Существовал и ряд других механизмов. Это велосипед и самодвижущаяся повозка, похожая на современный автомобиль. Промышленные типографские машины, текстильные станки, домкрат для поднятия тяжелых вещей, параболический циркуль, угарные газы и снаряды для ведения войны. И многое другое. В 1516 году флорентийский мастер по приглашению Франциска I переехал во Францию, где прожил 3 года. 5 мая 1519 года в Клу, местечке близ замка Амбуаз на Луаре, Леонардо да Винчи умер. Его похоронили в аббатстве в Сан-Флорентин. Но, к несчастью, его останки исчезли во время религиозных войн XVI века, когда склеп был разграблен. Леонардо да Винчи оставил для потомков множество загадок и ребусов, причем настолько сложных, что человечество вот уже 5 столетий безуспешно пытается их разгадать. Великий флорентиец никогда не подписывал свои произведения, оставляя лишь едва различимый знак – взлетающую птицу, символ просвещенного человека. Вот так, друзья. Пишите комментарии, ставьте лайки, если вам было интересно. Спасибо за просмотр. Я желаю всем мира, здоровья и всяческого благополучия. А на сегодня все. Пока-пока.